Утро было холодным и ветреным, как и большинство утренних дней. Мириам Тейлор, или просто Мири, стояла на остановке, кутаясь в пальто, и сжимала в кармане свое старое, немного помятое резюме. Она мечтала работать в клинике, лечить людей, носить белую форму. Но все изменилось. После смерти отца она оставила учебу в институте, вернулась домой и начала заботиться о младшем брате и матери, здоровье которой ухудшалось с каждым месяцем. Выбора у нее не осталось. Теперь она устраивалась няней не от хорошей жизни, а потому что арендная плата не ждет. Работа нашлась неожиданно. Соседка сказала, что в доме на окраине живет человек, потерявший жену, и его 5-летней дочери нужна помощь. Девочка не ходит и не говорит с момента трагедии. Дом оказался большим, строгим, почти чужим. Там Мири встретила миссис Хадсон, пожилую экономку, и ребенка, бледную, замкнутую девочку по имени Элли. Ее отец, Себастьян Грин, управлял инвестиционным фондом и почти не появлялся дома. Сначала Мири просто следовала инструкциям, кормила, возила на физиотерапию, укладывала спать. Но однажды, когда сеанс отменили, она опустилась на пол с девочкой и стала перекатывать мяч. Элли коснулась его. Впервые за долгое время сделала движение по собственной воле. С этого дня Мири начала строить с ней тихий, упрямый мост, песни, сказки, касания, терпение. Она приносила книги из детства, наблюдала за ее реакциями, замечала, как девочка тянется к жизни. И все это происходило не в больнице, не в кабинете врача, а прямо на полу детской, рядом с игрушкой и книгой. Однажды Себастьян увидел их. Его дочь смеялась. Ее лицо ожило. Мири подняла глаза. Он впервые не выглядел чужим. А позже, когда Элли назвала его папой, впервые за 2 года, он понял, этот дом начал дышать снова. Мири не была врачом. Ее не звали доктором. Но именно она научила девочку снова смеяться и, возможно, снова жить. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.